Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется президентом Российской Федерации или иным полномочным органом, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, принявшими такое решение. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в случае отмены в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 2002 года. Номер 62 ФЗ о гражданстве Российской Федерации, далее федеральный закон считается недействительным со дня принятия такого решения. Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения присяги гражданина Российской Федерации. В случае, если при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, а целью приобретения гражданства Российской Федерации являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, решение о приобретении гражданства Российской Федерации также подлежит отмене на основании сообщения заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. При этом установленный вступившим в законную силу приговором суда факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений, приготовление к преступлению или покушение на преступление, предусмотренных статьями 205, 205.1 частью 2 статьи 205.2 статьями с 205. 3 по 205.5, 206, 208 частью 4 статьи 211, статьями 281 с 282.1 по 282.3 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо хотя бы одного из преступлений, приготовление к преступлению или покушение на преступление, предусмотренных статьями с 277 по 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности, приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.